Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня вас ждет очень необычный мастер-класс. Мы будем делать бумажный торт. Да, вы не ослышались, торт будет из бумаги. Съесть его не получится, зато это очень красивая и оригинальная упаковка для сладостей или каких-то небольших презентов. Я делала торт для одноклассников моей дочки, как сладкий подарок на ее день рождения. Но такой торт можно сделать и для одного человека, а можно использовать его в качестве основы для адвент-календаря. В работе я постаралась использовать недорогие и доступные материалы, чтобы каждый желающий смог спокойно сделать себе такой же тортик. Не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. В первую очередь нам нужно сделать шаблон. И лично для меня это был самый сложный момент работы. Я решила, что мой торт будет диаметром 30 сантиметров. Чтобы торт разделить на нужное количество кусочков, нам нужно вычислить длину окружности. Ее формула 2πr, где r это радиус, или π умноженное на диаметр. π равна примерно 3,14. При диаметре торта 30 см длина окружности получается равна 94,2 см. Делим длину окружности на нужное количество кусочков торта. Мне нужен торт на 14 детей, соответственно, я делю 94,2 на 14 и получаю 6,73 см. Теперь можно отрисовать шаблон. Отмеряю на листе отрезок 6,73 см. Нахожу у него середину и от этой центральной точки отмеряю вниз 15 см. Это радиус торта. Радиус – это половина диаметра. Соединяем края верхней линии с нижней точкой центральной линии и получаем треугольник. Это кусочек торта. Вид сверху и снизу. Боковые стороны треугольника получились по 15,5 см. Теперь рисуем прямоугольник со сторонами 15,5 см и 6 см. 6 см – это высота тортика. Вы можете сделать торт любой другой высоты. Получившийся прямоугольник – это будущие боковины кусочка торта. Также нам нужно нарисовать прямоугольник со сторонами 6,73 см и 6 см. Это задняя сторона кусочка торта. Вырезаем все детали и переходим непосредственно к созданию шаблона. Берем лист А3, на 4 шаблон не поместится. И переносим на лист сначала треугольник. Дальше слева и справа от треугольника располагаем большие прямоугольники. Следите за тем, чтобы боковые стороны совпали по длине. И справа у правого прямоугольника располагаем еще раз треугольник. Теперь берем маленький прямоугольник и размещаем его над левым треугольником. Опять-таки следите за тем, чтобы боковые стороны совпали. Осталось сделать припуски для склейки. Чтобы они получились ровными, я отрезала полоску высотой в 3 клетки. И с одного края, отмерив тоже 3 клетки, сделала наискосок срез. Так у меня получился угол под 45 градусов. Скорее всего, есть какой-то более правильный способ создания шаблона, но я его, к сожалению, не знаю. Поэтому, поломав полдня голову, я смогла придумать только вот такой вариант. Но, надеюсь, я все объяснила понятно, и вы сможете адаптировать все размеры под себя. Шаблон вырезаем и переносим его на плотные листы бумаги. Причем я не обводила шаблон целиком, а переносила только точки сгибов и все линии расчерчивала заново на каждом новом листе. Так, мне кажется, все заготовки получаются более точными и одинаковыми. Шаблон вырезаем.
И дальше нам понадобится непишущая ручка или деревянная палочка с острым краем. Проводим ей по всем линиям и, помогая себе линейкой, сгибаем все элементы шаблона. Можно оставить кусочки торта белого цвета, но мне захотелось сделать их поярче. В фикс-прайсе еще прошлой зимой я купила самоклеющуюся упаковочную бумагу нескольких цветов, которые более-менее сочетаются между собой. Однотонную бумагу я использовала для торта, а бумагу со звездами использовала для подложки, на которую этот самый торт в итоге и разместила. Отрезаю от самоклейки кусок нужного размера и аккуратно, чтобы не было заломов, оклеиваю бумажную заготовку каждого кусочка. Срезаю все лишнее и еще раз прорабатываю сгибы. Как я и сказала, я использовала ту бумагу, которая у меня была. А был у меня один рулон золотой бумаги и один рулон бронзовый. Каждого рулона мне хватило бы на 8 кусочков. И я решила сделать 7 золотых и 7 бронзовых коробочек. И просто чередовать их друг с другом. Но повторюсь, вы можете оставить торт белым или сделать все кусочки одного цвета. Дальше нам понадобится клей. Я использовала термопистолет. Промазываем клеем припуск по длинной стороне. И аккуратно промазываем самый краешек будущего кусочка. Острый край, который будет находиться в центре торта. И склеиваем кусочек торта. Заднюю сторону проклеивать не нужно. Просто подгибаем припуски и закрываем заднюю часть. У нас получилась коробочка в виде кусочка торта. Аналогично собираем все остальные кусочки и получаем торт. Теперь этот самый торт нам нужно украсить. Я для этой цели буду использовать круглые белые ажурные салфетки. Салфетками диаметром 16 см я буду украшать внутренний край кусочков, а салфетками диаметром 21 см внешний. Все салфетки к кусочкам торта я приклеиваю обычным клеем-карандашом, а излишки клея убираю влажной салфеткой. Маленькие салфетки я разрезаю пополам и как бы заворачиваю в эти половинки, как в кулечки, каждый кусочек торта. В итоге в середине торта получится круглая ажурная серединка. А из больших салфеток я вырезаю деталь, которую клею на внешний край кусочка сверху и, подогнув салфетку, приклеиваю ее еще из торца. Для удобства сначала я подогнала по размерам одну такую деталь, а дальше просто обводила ее и вырезала такие же детальки для всех остальных кусочков. Чтобы края приклеенных салфеток не топорщились, я их зафиксировала белым акриловым контуром. Но этот момент не обязателен. Скорее я это сделала для собственного успокоения, что все держится намертво и ничего не отклеится. А теперь займемся объемным декором. Мне захотелось сделать на торте большие кремовые розы. Но, конечно, делать я их буду не из крема, а из бумаги. Берем обычные белые листы А4 и расчерчиваем их на квадраты со сторонами 9 см и 6 см. Я делаю квадраты двух размеров, так как розы у меня будут тоже двух размеров. Для каждой розы понадобится 4 одинаковых квадрата. В общей сложности мне нужно сделать 14 больших роз и 28 поменьше.
Соответственно, нарезаю 56 квадратов со сторонами 9 см и 112 квадратиков со сторонами 6 см. Как собирать розу, покажу на примере больших квадратов. Берем 4 одинаковых квадратика, квадрат сгибаем по диагонали, получившийся треугольник сгибаем пополам и еще раз пополам. У получившейся заготовки срезаем волной широкий край, чтобы получилась деталька, похожая на сердечко. Все то же самое повторяем с оставшимися 3 квадратами. У всех сердечек немного подрезаем острый край и разворачиваем все 4 заготовки. У нас получилось 4 цветочка с отверстиями по центру. Каждый цветочек состоит из 8 секторов. Берем первый цветочек и отрезаем у него один сектор. У второго цветочка вырезаем кусочек, равный 2 секторам. У третьего цветочка вырезаем кусочек, состоящий из 3 секторов, а четвертый цветочек разрезаем пополам, чтобы получилось 2 детали по 4 сектора. Теперь все заготовки, кроме вырезанных одинарного и двойного кусочка, склеиваем, наложив друг на друга крайние сектора, и раскладываем их от большей к меньшей заготовке. Берем спицу или деревянную палочку и подкручиваем оставшиеся 2 детальки так, чтобы они скрутились в конусы. Конусы по краю подклеиваем. И меньший конус вклеиваем в больший. Дальше берем самую маленькую склеенную деталь, которая состоит из 2 лепестков, и вклеиваем конус в нее. Всем оставшимся цветочкам подкручиваем спицей или палочкой лепесточки, чтобы они немного раскрылись. Дальше берем конус, который, как вы уже поняли, является серединкой розочки, и вклеиваем его в цветочки от самого маленького к самому большому. В итоге получаем пышную, симпатичную розочку. Из больших квадратов получилась большая роза, а из квадратов со сторонами 6 см розочка поменьше. Спустя 2 вечера я накрутила нужное количество цветочков, и теперь можно размещать их на торте. С помощью термопистолета я приклеиваю большие розочки так, чтобы они были развернуты к внешнему краю торта и создавали внешний круг из цветов. А маленькие розочки я приклеиваю по 2 штуки на кусочек, так, чтобы они создавали внутренний круг. В итоге получается очень пышно и нарядно. Чтобы добавить немного ярких красок, я приклеила на каждый кусочек по Божьей коровке. А также в большие розочки вклеила по ярко-красной бусине.
добавила по 3 красных полубусины на каждый кусочек. Божьих коровок и большие бусины я приклеила с помощью термопистолета, а полубусины приклеила на акриловый контур. Еще нам понадобится тонкая лента шириной примерно 1,5 см. Мне по цвету подошла белая, а вы отталкиваетесь от вашей цветовой гаммы тортика. Ленту я нарезала на 14 отрезков по количеству кусочков торта. И каждый отрезок у меня получился длиной примерно 60 см. Находим у каждого кусочка по боковым сторонам центр. Складываем ленту пополам и приклеиваем ее на кусочек торта от острого края к внешней стороне. На заднюю сторону ленту не приклеиваем, коробочка у нас должна открываться. Концы ленты подрезаем наискосок и края закрепляем над свечой или зажигалкой. Еще я взяла бордовую ленту толщиной 5 мм. Нарезала ее на кусочки по 6 см. Каждый кусочек сложила пополам. Концы склеила, чтобы получилась петелька. И все петельки приклеила кусочком торта на открывающуюся часть, чтобы ребенок мог потянуть за хвостик и открыть коробочку. Торт готов, и можно наполнить все кусочки вкусняшками. Кроме сладостей, я решила добавить милые закладки, наклейки и переводилки. Стоит вся эта мелочевка совсем немного, а радости детям приносит массу. Каждый кусочек наполняем, закрываем и завязываем бантик. Собираем все кусочки обратно в торт. Тортик можно поставить на большое блюдо, но я решила сделать ему подложку. Для этого вырезала из картона 3 круга диаметром 35 см. Склеила их все вместе, чтобы подложка получилась покрепче. И оклеила эту картонную основу с 2 сторон самоклеящейся бумагой. Все из того же фикс-прайса. Чтобы кусочки не разъезжались, я их зафиксировала тонкой бордовой ленточкой. Ну и чтобы донести тортик до школы, я упаковала его в прозрачную пленку, в которую обычно заворачивают букеты. Купила я ее тоже в фикс-прайсе. Тортик готов, и наш тортик уже подарен, поэтому с уверенностью вам заявляю, дети будут в восторге. Так что, если хотите порадовать своего ребенка, а может быть даже и какого-то взрослого, то смело делайте такое бумажное угощение. Времени, конечно, потратите вы немало, но результат того стоит. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился, и если это так, то лучшей благодарностью для меня станут ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.